Привет! Сегодня у нас с вами будет довольно интересный урок. Мы с вами сплетем вот такую замечательную девочку, которая, кстати, может быть легко трансформирована в любой практически женский персонаж. Если мы сделаем волосы синего цвета, то у нас получится Мальвина. Если мы сделаем волосы оранжевого или розового цвета, то у нас получится Пеппи длинный чулок. Если мы сделаем волосы какого-нибудь другого интересного цвета, то у нас получится просто девочка вот с такими яркими локонами. И в этом уроке мы с вами как раз и посмотрим, как она делается. Создание этой девочки у нас начинается с волос, поэтому приготовьте тот цвет резинок, который у вас будет использоваться для волос. Я буду использовать оранжевый цвет. Разместите станок, чтобы открытые стороны столбиков смотрели от вас, и на любой из рядов накинем одну резинку с первого на второй столбик. Далее накинем по этому же ряду со второго на третий столбик, с третьего столбика на четвертый, с четвертого на пятый, и таким образом до самого конца этого ряда мы с вами накидываем по одной резиночке. Если вы хотите, чтобы волосы были не очень длинными, то накидывайте не до самого конца этого ряда, а где-нибудь до половины или до 2/3 ряда. Отлично. Когда вы дошли до самого последнего столбика, вам нужно на него накинуть резинку оранжевого цвета и закрутить ее на этом столбике 3 оборота. Ну, чтобы получилось 4. 1, 2, 3, 4. Разворачиваем станок, чтобы открытые стороны смотрели на нас. Берем крючок и начинаем снятие. Снятие здесь очень простое. Отодвигаем ту резинку, которая 4 оборота накинута. Захватываем резиночку одинарную изнутри и накидываем на впереди идущий столбик. Далее, опять же, изнутри заводим крючок, снимаем резинку и накидываем на впереди идущий столбик. Опять же, изнутри захватываем, накидываем на впереди идущий столбик и таким образом снимаем до самого конца этого ряда все резинки. Первый локон волос у нас готов, но он нам понадобится не сейчас, а чуть позже, и поэтому приготовьте карандаш или ручку или палочку или какой-нибудь вот такой простой крючок, если у вас есть. Мы будем вот эту конструкцию снимать сейчас на него. Заводим крючок вот здесь внутри, снимаем, придерживаем, чтобы резиночки у нас не ушли, и снимаем все это со станка. На последнем столбике можно помочь немножко рукой. Готово. И таких локонов вам нужно сделать 4 штуки. Я уже предварительно подготовился и сделал их за кадром. Вот 4 локона. Это если вы хотите сделать вот такую прическу. Если же вы хотите сделать более пышную прическу, то таких локонов вам нужно сделать 6 штук. И мы с вами продолжаем. Сейчас нам нужно сделать ручки и немножко рукавок футболки. Для этого определимся с цветом футболки. Я, допустим, буду использовать вот такой салатовый цвет для футболочки. И поэтому смотрите, что мы делаем. Опять берем станок. Теперь берем 2 резинки салатового цвета или цвета футболки, если у вас какой-то другой цвет, и накидываем с первого на второй столбик. Теперь берем резинки телесного цвета. Это может быть или бежевый цвет, или оранжевый, если у вас бежевого нету. Берем тоже 2 резинки и накидываем со второго на третий столбик. Еще берем 2 резинки, накидываем с третьего на четвертый. Пока все. На четвертый столбик нам нужно накинуть еще одну резиночку одинарную и накрутить ее здесь 4 оборота. 1, 2, 3, 4. Разворачиваем станок, чтобы у нас открытые стороны смотрели на нас. И здесь тоже, как обычно, снимаем. Отводим резинку, накинутую 4 оборота. Захватываем 2 изнутри. Снимаем их вот с этого столбика и накидываем на впереди идущий. Далее изнутри опять же заводим. Захватываем 2 и накидываем вперед.
Изнутри салатовые 2 захватываем и накидываем вперед. Вот одна ручка у нас готова, но она тоже нам понадобится не сразу, поэтому я ее вот на такой крючок, вы можете использовать ручку, карандаш, я сюда снимаю. Таких ручек вам нужно сделать 2 штучки. У меня они уже готовы. Я за кадром сделал ручку. Отлично. Теперь мы с вами сделаем вот что. Обратите внимание на юбку этой девочки. У нее здесь есть такие небольшие расширения с одной стороны и с другой. И давайте эти расширения сейчас сделаем. Но подумаем, из какого цвета мы с вами будем делать юбку. Я предлагаю использовать 2 цвета. Это синий и желтый. Поэтому берем резинку синего и желтого цвета. Станок располагаем открытыми сторонами от нас и накидываем следующим образом. С первого на второй столбик синюю и желтую. Далее еще раз берем пару синюю и желтую. Накидываем дальше. Теперь берем одну синюю резинку и на третий столбик накидываем и накручиваем 2, 3, 4 оборота. Разворачиваем станок открытыми сторонами к себе. И снимаем, отодвигаем резинку, которая 4 оборота накинута, захватываем изнутри 2, снимаем с этого столбика, накидываем на впереди идущий. Далее изнутри захватываем 2, снимаем, накидываем на впереди идущий. Это одна часть, одно расширение юбочки. Таких вам нужно сделать тоже 2. Я за кадром сделал еще одно такое расширение, а вот это, которое мы с вами вместе сейчас сделали, давайте снимем со станка. И вот у нас получилось 2 таких расширения. Ну, в общем-то, все. Дополнительные детали мы с вами сделали. На данном этапе у нас есть локоны, у нас есть расширение юбки и у нас есть ручки. Поэтому самое время приступить непосредственно к созданию головы, тела, ножек и других частей тела этой девочки. Возьмите резинки того цвета, который у вас является цветом волос, оранжевый в моем случае, и накидываем следующим образом. С первого столбика на первый столбик центрального ряда, первый столбик левого ряда. Открытые стороны столбиков смотрят на нас. Теперь с первого столбика центрального на первый столбик правого ряда по 2 оранжевых накидываем. Теперь 2 оранжевых идут. Так, 2 оранжевых идут точно так же по центру. И 2 оранжевых точно так же идут справа. Отлично. Теперь берем тот цвет резинок, который является телесным цветом, бежевый у меня. Накидываем по центру. Первая пара пошла. И далее пошла вторая пара. А слева и справа нам нужно накинуть по одной паре. Вот слева одна пара. И справа одна пара. Это мы сейчас с вами делаем голову. Чтобы голова была круглой, вот здесь нам нужно закруглить. Поэтому берем вновь пару бежевых резинок и сначала закругляем с правой стороны. То есть идем от центра к правому краю. И с левой стороны поступаем точно таким же образом. Готово. Вот у нас с вами получилась голова. Но она, конечно, еще не до конца готова. Но уже сейчас мы с вами можем накинуть локоны на эту голову. Берем первый локон и накидываем его на вот этот столбик. Можно здесь немножко опустить, чтобы было удобнее. Те резиночки, которые сейчас находятся на крючке, мы с вами накидываем вот на этот столбик. Следующий локон нам нужно тоже накинуть сюда же. С правой стороны поступаем точно так же. У нас еще 2 локона в запасе есть. Мы с вами один накидываем. И накидываем еще один. Если вы делали 6 локонов, то есть хотите получить более пышную прическу, то вам нужно накинуть их вот сюда, на центральный столбик, самый первый. Отлично. Теперь давайте сделаем глаза нашей девочки.
Она у нас будет голубоглазая, поэтому возьмем резинку синего цвета и нам нужно накинуть вот на этот столбик. Накидываем и накручиваем 4 оборота. Ну, то есть всего, чтобы получилось 4 оборота. 3 оборота, 4. Правый глаз. И с левой стороны поступаем точно так же. Накидываем, закручиваем 1 оборот, закручиваем 2, 3 оборот, закручиваем 4 оборот. И немножко ниже можно опустить. Берем одинарную резинку бежевого цвета, телесного цвета и накидываем, смотрите, каким образом. Вот таким треугольничком, направленным вниз. Теперь мы с вами захватываем все 4 оборота синей резинки с правой стороны и, снимая с этого столбика, накидываем ближе к центру. Вот сюда. С левой стороны поступаем точно таким же образом. Захватываем все 4 оборота, снимаем их с этого столбика и накидываем ближе к центру, то есть ближе к носу. Вот у нас получились глаза. Теперь возьмем еще одну резиночку бежевого цвета и накинем ее треугольником вот сюда и вот сюда. То есть получился точно такой же треугольник, но уже направлен он вверх. И еще нам нужно взять одну резинку бежевого цвета и вновь накинуть треугольником вот так. Через эти столбики. Это у нас голова. В общем-то, она у нас готова. Теперь мы с вами переходим к созданию шеи. Шея создается буквально за долю секунды. Мы с вами берем 2 резинки бежевого цвета и накидываем их вот с этого столбика, на котором закончилась голова, и на столбик, который находится чуть ниже. Вот на этот. Теперь мы с вами переходим к созданию футболки. Обратите внимание, мы с вами делали чуть ранее ручки, и здесь часть футболки была. Вот эта зеленая резинка салатовая, это она относится к рукавам футболки. Поэтому футболку нам нужно создавать именно из салатового цвета. Берем 2 резиночки салатового цвета и делаем плечи. С одной стороны направо идет 2 резинки, и с левой стороны точно так же 2 резинки идут налево. И теперь по каждому ряду нам нужно вниз накинуть по паре резинок. Здесь 2, здесь 2 и справа 2. Вот плечи у нас готовы. И теперь мы, конечно, на плечи можем накинуть заготовки ручек. Нам нужно их накинуть вот сюда и вот сюда. Берем те резинки, которые сейчас находятся на крючке, натягиваем и накидываем вот на эту ручку. Так. Обратите внимание, что вы натянули именно все резинки, и все резинки проходят через этот столбик. Это у нас получилась одна ручка, и с правой стороны поступаем точно таким же образом. Натягиваем, что у нас сейчас находится на крючке, и накидываем на правый столбик. Вот 2 ручки у нас готовы. Отлично. И теперь мы с вами сделали футболку, переходим к созданию вот этой юбочки. Для юбочки мы с вами делали расширение, поэтому вспоминаем, что юбочка у нас будет состоять из синего и желтого цвета. Берем пару резинок, одна синяя, другая желтая, и накидываем по центру. Пара пошла. Дальше еще одна пара пошла. И, наконец, пошла 3-я пара. Получается, по каждому ряду мы с вами должны накинуть по 3 пары резинок тех цветов, которые мы выбрали для юбки. Здесь, с правой стороны тоже сначала пара идет. Затем идет еще одна пара. И чуть ниже еще одна пара. С левой стороны тоже 3 пары. Первая, вторая и третья. Эта юбка у нас практически готова, но сейчас давайте создадим теперь ножки нашей девочки. Если вы хотите сделать так, чтобы у нее не голые ноги были,
после юбки, а, например, в колготках, то вы можете использовать не телесный цвет, а какой-нибудь другой. Или можете использовать, например, вот таким образом. То есть накинуть сначала две пары резинок какого-нибудь одного цвета, потом пара резинок телесного цвета, а потом уже ботинки. Тогда будет казаться, что она в лосинах находится. Но мы сейчас с вами сделаем, как будто она голыми ногами у нас ходит. Поэтому берем, опять же, по паре бежевых резинок и накидываем следующим образом. Сначала по правому ряду накидываем. Сначала идет пара, потом идет еще одна пара, и потом еще одна пара. Это нога получилась. Теперь сделаем ботинок. Чтобы ботинок был немножко крупнее, чем сама нога, мы с вами возьмем не 2 резинки, а 3 резинки в этот раз. И накинем их вот так. Отлично. На последний столбик нам нужно накинуть резинку синего цвета, накрутив ее здесь 4 оборота. 1, 2, 3, 4. Правая сторона готова. Теперь нам нужно с левой стороны поступить аналогичным образом. Берем пару бежевых резинок, накидываем вот так. Еще одну берем пару бежевых, накидываем вот так. И последнюю пару бежевых резинок накидываем вот таким образом. Теперь сделаем ботиночек. Берем 3 синих резинки. Кстати, для ботинок вы можете использовать и черные резинки, а не синие. Почему нет? Так как у меня здесь сломан один столбик, то я накину вот сюда. А вы же можете накидывать точно так же, как и справа, так же и слева. Вот сюда. Накидываем 3. А на последний столбик я накину резинку синего цвета и тоже закручу 1, 2, 3, 4 оборота. Практически все готово, но сейчас возьмите резинку синего цвета и накиньте треугольником следующим образом. Сначала накидываем вот сюда, там где начинается нога. Потом заводим за центральным столбиком, как бы за ним, и накидываем на правый столбик. Берем еще одну резинку синего цвета и здесь уже чуть выше накидываем просто обычным треугольником. Еще одну берем резинку синего цвета и чуть выше накидываем тоже треугольником. Но здесь нам нужно накинуть не просто треугольником, а предварительно эту резинку закрутив в 2 оборота. Это мы делаем для того, чтобы в этом месте натяжение резинок было чуть более сильным, чтобы у нас было нечто похожее на талию у этой девочки. А чуть выше берем резинку уже зеленого цвета и накидываем ее тоже треугольником. Вот так. Так. У нас с вами остались 2 детальки. Это у нас расширение для юбки. Их нам нужно накинуть вот на эти столбики. С левой стороны и здесь с правой стороны. Берем сначала одну детальку. Натягиваем все резинки, которые находятся на ней. И накидываем их на вот этот столбик с левой стороны. И можно сразу поправить, чтобы в сторону ровно смотрело. И с правой стороны. Все подготовительные операции у нас с вами завершены. И теперь мы с вами можем уже приступить к снятию резинок со станка. Итак, сначала снимаем левую сторону, затем снимаем правую сторону, а потом снимаем центральную сторону. Начинаем с левой. Отодвигаем резинку, которая у нас на самом конце закручена 4 оборота. Изнутри захватываем 2, даже 3 здесь синих резинки, которые у нас образуют ботиночек. Далее изнутри вот здесь уже продеваем крючок, отодвигаем вот эти резинки синие, захватываем изнутри пару резинок телесного цвета и накидываем их вперед. Далее изнутри захватываем пару телесных, накидываем вперед. Вновь идут телесные изнутри вперед. Здесь мы с вами отодвигаем ту резинку, которая у нас накинута треугольником, она одинарная. Изнутри захватываем
пару желтая-синяя и накидываем на впереди идущий столбик. Здесь нам нужно отодвинуть ту резинку, которая у нас треугольная, и те резинки, которые у нас вот это расширение образуют. И захватить самые нижние резинки, тоже пара желтая-синяя. Вытягиваем их, накидываем вперед. Здесь отодвигаем треугольную. Изнутри захватываем пару, накидываем вперед. Здесь отодвигаем треугольную, изнутри захватываем зеленую пару и накидываем вперед. Здесь нам нужно тоже отодвинуть резинки, которые у нас относятся к ручкам, захватить изнутри пару зеленых резинок и уже накинуть к центру. Это мы с вами левую сторону сняли, теперь правую сторону точно так же. Изнутри захватываем, поддеваем 3 синих резинки, снимаем их с этого последнего столбика, накидываем на впереди идущий. 2 резиночки пошли бежевого цвета, еще 2 резинки бежевого цвета, последние 2 резинки бежевого цвета. Здесь отодвигаем треугольную, изнутри захватываем пару синяя-желтая. Здесь отодвигаем треугольную и отодвигаем, которая у нас образует расширение. Изнутри захватываем пару синяя-желтая и накидываем вперед. Отодвигаем треугольную, захватываем пару, идет вперед. Отодвигаем треугольную, захватываем пару зеленых уже, идут они вперед. Здесь тоже отодвигаем все лишнее, захватываем пару, которая находится в самом низу, и накидываем вот на центральный столбик. И теперь мы с вами с центральным рядом попробуем разобраться. Здесь уже с внешней стороны нам нужно взять просто и накинуть вперед, потому что поддевать здесь некуда, просто накидываем вперед. А теперь уже изнутри захватываем синюю-желтую, накидываем вперед. Здесь тоже изнутри захватываем пара синяя-желтая, накидываем вперед. Здесь уже салатовые у нас идут, изнутри захватываем, накидываем вперед. Так, дошли до шеи. Нужно изнутри продеть крючок и захватить те 2 резинки бежевого цвета, которые у нас являются шеей, и накинуть вперед. Теперь смотрите, нам нужно здесь изнутри крючок завести и захватить пару резинок, которая находится выше всего. В моем случае эта пара относится к левому ряду, поэтому я накидываю на левый ряд. Далее здесь можно, опять же, чтобы далеко не уходить, изнутри захватить 2 резинки следующие, которые идут, они у меня направо идут. И далее 2 резинки уже относятся, которые к центру. Изнутри захватываем, на впереди идущий столбик накидываем. И можно этот центральный ряд так и продолжить. Отодвигаем треугольную глазную резинку. Изнутри захватываем пару бежевых, накидываем вперед. Здесь изнутри захватываем пару оранжевых, накидываем вперед. Центральный ряд весь закончили. И теперь вернемся к левому ряду. Изнутри захватываем, здесь отодвинуть нужно треугольную. Изнутри захватываем пару бежевых, накидываем вперед. Опять отодвигаем бежевую. Изнутри захватываем в этот раз оранжевую, накидываем вперед. И все это сюда закругляем к последнему центральному столбику. Все лишнее отодвигаем. Изнутри захватываем пару и накидываем вот на самый последний центральный столбик. С правой стороны не забываем, все делаем точно так же. Отодвигаем треугольную, изнутри захватываем бежевую пару, накидываем вперед. Отодвигаем треугольную, изнутри захватываем пару оранжевых вперед. И, наконец, все лишнее отодвигаем, захватываем оранжевые и накидываем на центральный столбик. Вот, в общем-то, и все. Теперь возьмите одну резинку оранжевого цвета, изнутри проденьте крючок, накиньте резиночку оранжевого цвета, натяните ее и вытяните вот здесь сверху. Теперь нам нужно получить петельку. Для этого вторую часть резинки закидываем чуть дальше. Здесь можно захватить рукой. Вот получилась петелька. И вот эту оставшуюся часть накидываем на крючок. Пока у нас
эта петелька, как вы видите, плохо затягивается. Даже у меня порвалась, но ничего страшного. Я сейчас здесь опять же повторю, накину. Так как натяжение резинок здесь очень сильное, поэтому затянуть здесь эту резинку очень непросто. Чтобы было попроще, сейчас мы с вами сделаем вот что. Сейчас я еще разочек лишнее все уберем. Так, так, так. Вот петелька у меня готова. Чтобы было легче ее затянуть, я, придерживая эту петельку пальцами, сниму с помощью крючка все резинки вот с этого последнего столбика. И сейчас у меня уже гораздо легче будет вот это место натягиваться. Вот я резинку эту затягиваю, и смотрите, здесь все затягивается уже гораздо проще. Теперь с правой стороны тоже снимаем с помощью крючка, и вообще можно на тех местах, где сильное натяжение резинок, помочь крючком. И снимаем все это со станка. Так, вот здесь, где руки, тоже натяжение большое, по центру натяжение большое, помогаем крючком. С правой стороны тоже. Вот здесь, где расширение для юбки, тоже помогаем крючком, потому что натяжение там резинок очень сильное. Ну, а теперь можно попробовать уже руками все это снять. И давайте попробуем расправить то, что у нас получилось. И еще петельку эту затянуть, если у вас она не сильно затянута. Смотрите, какая замечательная голубоглазая у нас девочка получилась. Если у вас руки немножко не в ту сторону смотрят, то вы их выровняете, пожалуйста. Ножки можно выровнять, чтобы были стройные, ровные. И смотрите, вот здесь у нас образовалась петелька, и я ее приспособлю для того, чтобы вставить в карабинчик. Я продеваю крючок в карабин, захватываю эту резиночку, изнутри карабина продеваю, натягиваю все, что тут есть, и протягиваю эту девочку сквозь. И вот на карабине у меня образовалась петелька, я ее тоже затягиваю. Отлично. Так, если вы хотите сделать какие-то заколки, допустим, какого-нибудь розового цвета, то берем или одну резиночку, или две, просто дважды складываем, два локона сюда заводим. Хотя как-то не очень контрастно получается, поэтому давайте возьмем, например, лучше синий цвет, он будет более контрастный и сочетаться с глазами, с обувью. Дважды скручиваю резинку и продеваю локоны. Вот. Это с одной стороны получилась у меня резиночка. И теперь еще одну возьмем, дважды сложим. И другие два локона мы с вами проденем. Вот так, готово. И теперь можно сделать еще носочки, как будто бы носочки выглядывают из обуви. Носочки давайте сделаем тоже вот такого зелененького цвета. Возьмем одну резиночку и накинем ее на ножку, перекрутим восьмеркой и накинем еще раз. Вот этот один носочек торчит, и сделаем еще один. Накидываем резинку салатового цвета, перекручиваем восьмеркой и накидываем еще раз. Ну вот такая замечательная, здоровская девочка у нас получилась. Я надеюсь, что вам этот урок очень понравился, и вы тоже себе такую девочку сделаете. Вот такой еще вариант у нас есть, вот такой, или вообще вот такой, с огромной шевелюрой. Если вы, кстати, черным цветом сделаете, то у вас получится такая ведьмочка добренькая.
Ну что ж, спасибо за внимание. Надеюсь, урок понравился, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте, пожалуйста, лайки и оставляйте свое мнение в комментариях. Пока!